Теперь приступаем непосредственно к самой вышивке. После выдергов и прорези у нас получился вот такой вот результат. Это значит у нас квадратики, да, которые мы просто обметаем вокруг, а это у нас сетка или тюль, как ее называют. Чтобы у нас получился вот такой вот рисунок. Вот они, наши квадратики. И вот они, вот она наша сетка. Вот такая вот получается. В данном случае сначала мы будем вышивать самый центральный рисунок. После этого мы вернемся и обметаем края нашей вышивки, чтобы она дальше не распускалась. Что нам понадобится? Естественно, наша заготовка, нитки в цвет нашей ткани. Если хотите, можно, конечно, цветную, это на любителя. И обязательно небольшую, и обязательно тупую иголку для нашей вышивки. Напоминаю, нам нужна иголка с тупым концом, потому что нам ничего протыкать не надо будет, нам просто нужна иголка для помощи обвития сетки внутри. Длина нитки должна быть примерно около 50-60 сантиметров, не длиннее, иначе будет неудобно вышивать. Как я уже говорила ранее, эта техника вышивки не подразумевает под собой использование пялец. Если вам так удобнее, вы можете использовать. Я все вышиваю на руках. Так мне легче с собой брать вышивку, вышивать где-то в дороге, в перерывах на обед или когда вам просто захочется. Значит, для тех, кто вышивает на руках, мы вот таким образом собираем ткань и обметываем вокруг, обтягиваем, так скажем, свой указательный палец. Вот он весь рисунок у нас получается. Высота столбика у нас располагается на пальце. Здесь без разницы, в какую сторону вы начинаете вышивать, потому что рисунок симметричен. Выравниваем нашу нитку, оставляем небольшой кончик. Один должен быть короче другого. И делаем, значит, первое, что мы делаем закрепку. Мы берем, кладем нитку. Так. Таким вот небольшой кончик оставляем. Кладем нитку сверху. Обвиваем иголку снизу первого столбца. Вытягиваем нитку. Проводим еще раз. Проходим в кольцо. Делаем кольцо, получается. Один раз проходим еще раз вовнутрь. И подтягиваем. Теперь этот кончик мы укладываем вниз, вдоль рисунка. Вот он у нас. Вот она наша рабочая нить. Это кончик, который мы оставили. И таким образом мы проходим до следующего перевития, то есть в данном случае у нас до конца рисунка. И проводим снизу, справа налево, внизу, в самом низу, и подтягиваем нитку. Сильно не затягиваем, потому что оно будет смещать рисунок, стягивать его. Мы этого не хотим. Мы немножко подтягиваем и оставляем его так. Как я уже говорила ранее, рисунок весь вышивается с внутренней стороны, с изнанки. Вот, значит, мы прошли справа налево. Мы провели нитку вдоль рисунка, вдоль первого столбца. Вошли справа, вышли слева. Подтянули нитку. Теперь мы делаем то же самое. Обвиваем справа столбик сверху вниз. Немножко подтягиваем. То же самое теперь делаем с левой стороны сверху вниз. Вот таким вот образом. И подтягиваем. Следующее. Верхняя часть, вот этот вот столбец, справа налево. Подтянули. То же самое мы делаем. Обхватываем столбец
сверху вниз с правой стороны, сверху вниз с левой стороны, подтянули. Справа налево верхний столбец. Опять мы делаем с правой стороны сверху вниз, с левой стороны сверху вниз и справа налево. Подтянули. И продолжаем. Теперь здесь переход к следующему столбцу у нас происходит следующим образом. Мы сделали обвитие с правой стороны сверху вниз, с левой стороны вышли вот в этом вот квадратике, правильно? Теперь что мы делаем? Мы проходим еще раз с правой стороны, сверху вниз, вот таким вот образом, перешли в следующий квадратик и обвиваем вот этот столбик сверху справа налево. Подтягиваем наш рисунок. И спускаемся вниз, как и предыдущий столбец. Подтягиваем. Как вы видите, окончание нитки я спрятала аккуратно в сам рисунок. Его больше не видно. И продолжаем технику, которую мы только что с вами изучили. То есть мы прошли справа налево нижний столбец, с правой стороны вот так, с левой стороны и нам надо бы немножко взять, подтянуть вот таким вот образом, чтобы оно лежало все ровно. Справа налево. И таким образом мы проходим опять обратно наверх. Вот таким образом мы прошили первый столбец тюля. Теперь что мы делаем? Вот у меня осталось, наверное, где-то сантиметров 20-15 нитки. В связи с тем, что я буду обвивать здесь уже квадратики, и мне нужна будет более длинная нитка, я предпочитаю сейчас закрепить нитку. Делаем мы это очень аккуратно. Вместе с тем ничего сложного. Вбиваем раз сверху. Проводим в петлю. Вот она уже здесь затянулась. Подтягиваем. И нитку, остатки нитки я прячу аккуратно. Остатки нитки я прячу аккуратно под нитками. Протягиваю. И обрезаю. И таким образом на обратной стороне у нас получается вот такое вот аккуратное обвитие сетки тюля.
Берем нашу, значит, заготовку. Вот она, первые 2 столбца мы, так скажем, первый столбец сетки мы вышили. Теперь мы начинаем вышивать сетка, квадратик, квадратик, сетка, квадратик, квадратик и сетка. Делается оно все одним приемом, одной ниткой, желательно одной ниткой. Мы берем, подтягиваем кончик, делаем закрепку. Опять повторяюсь. Справа налево. Раз. Этим пальцем большим я придерживаю кончик. Еще раз справа налево. Прошлись в петлю и подтягиваем ее. Теперь мы выкладываем этот кончик сюда и проходим по сетке до следующего квадратика. То есть у нас здесь получается один четырехугольник. Теперь что нам надо сделать? Нам надо обвить вот этот квадратик полностью. Как мы это делаем? Мы знаем то, что у нас здесь 3 и 2 нити. Здесь у нас 2 нити обрезаны. Здесь 3 нити, здесь 3 нити. То же самое у нас по другим бокам. Что мы делаем? Мы захватываем первые 3 нити под иголку. Подтягиваем. В связи с тем, что здесь у нас 2 нитей нету, мы подхватываем эти 3 нити справа, следующие 3 нити снизу, еще раз этот столбец наверху, оставшиеся 2 нити внизу. Мы таким образом вот обметали, вот они, получается, растягивают рисунок. Теперь мы переходим в правую сторону. Первые 3 нити внизу. Переходим с левой стороны, подхватываем. Все делаем сверху вниз. Еще 3 нити справа. Здесь в связи с тем, что у нас нету нитей, мы проходим в верхний. Оставшиеся 2 нити подхватываем сверху вниз и вот таким вот образом закрепляем. И в связи с тем, что у нас здесь не было нитей, да, мы их обрезали. И еще раз вот таким образом с левой стороны. Теперь мы выходим, подхватываем нити с правого конца налево. Вот таким вот образом. Проходим под всеми нитями. Выходим в серединку. Еще раз проходим таким же образом. Вы, может быть, не совсем все нити будете захватывать. Так или иначе, верхние нити вы затронете. Проходим в петлю иголкой и затягиваем, чтобы оно было посередине. Теперь что мы делаем? Мы возвращаемся вниз. Я предпочитаю это делать вот таким вот образом. Вниз как бы прячется узелок, и оно более аккуратное получается. Кто-то просто может обвить этот столбик сразу же автоматически. Что мы делаем дальше? У нас остался кончик от закрепки. Мы его здесь можем просто так обрезать. Мы его уже достаточно закрепили для того, чтобы он больше не распоролся. Следующее, что мы делаем, мы проходим, обвиваем этот столбик справа налево и выходим с левой стороны вот в этом отверстии. У нас следующий рисунок опять квадратик. Что мы делаем? Мы опять делаем обвитие квадратика. Нижнюю справа налево мы обвиваем. У нас здесь теперь 3 нити ткани есть. Захватываем. Здесь у нас нету, захватываем остатки, которые у нас с правой стороны. Здесь мы захватываем последние 2 и еще раз обвиваем нижний столбик. Теперь переходим вправо. Здесь у нас 3 нити ткани. Здесь у нас 3 нити ткани с левой стороны. Здесь у нас обрезано. Переходим сразу же в этот квадратик. И налево эти 3 нити ткани мы тоже обвиваем.
Теперь что мы делаем? Мы проходим справа налево под нитями. Раз. И мы делаем еще раз то же самое. И проходим в петлю и затягиваем, чтобы оно было вот так вот посерединке. Опять же, я прохожу еще раз под нитями и прячу таким образом узелок. Кто не хочет, может этого не делать. Теперь у нас следующий участок – это сетка. Сетку мы, как и в этом столбике, делаем полностью до самого конца. Оставляем незаконченной на данном этапе. И следующий у нас опять квадратик. Делаем 3. Тут ничего нету. 3. Тут 3. Еще раз крайний. И здесь остается 2 нити ткани. Справа, слева вверх, сверху вниз. Здесь у нас справа верхняя и слева. Проходим у нас под всеми нитями. Раз, 2, закрепили. Прошли еще раз. И сделаем опять обвитие этого столбика. Справа налево. Раз. 3 нити тут. Тут ничего нету. 3 нити оставшиеся. 2 нити сверху. Опять внизу. Здесь мы захватываем 3 нити ткани. Слева 3. Еще раз 3 справа. Остаточные 3 слева. 2. И повторно для симметричности рисунка. Проходим под нитями. Раз. Еще раз. Проходим в петлю, затягиваем, протягиваем под рисунком. И у нас остается последний этот квадратик. Теперь мы делаем справа, слева, наверху, сверху вниз, справа налево. Теперь, когда мы дошли, нам надо закончить обтягивание. Когда мы дошли здесь до верха сетки, у нас есть второй столбец. В данном случае я предпочитаю заканчивать это сразу же одновременно. Тогда это придает как бы законченность сразу же работе. Если нет, вы можете сначала закончить первую часть сетки, дойдя до верха, и потом вернуться вторую часть сетки. Я заканчиваю одновременно. Значит, давайте так со мной. Мы здесь вышли. Для того, чтобы перейти на следующий столбец справа, нам надо сделать обвитие соседнего столбца. Делаем опять сверху, снизу. И делаем как обычно. Теперь мы что делаем? Мы проходим под рисунком, который мы уже обвивали. Еще раз наверх через второй квадратик. И теперь нам надо закончить вот эту сетку. Что мы делаем? Проводим внизу, вправо, лево, наверх, вправо, лево, наверх.
Смотрим на результат. Вот такая у нас получается сеточка с квадратиками.